Привет, друзья! Сегодня довольно ветрено, почти шторм на море, но это не помешает нам сделать новый выпуск про город Айанапу. Сегодня нас ждут много интересных, исторических, современных, ценных с точки зрения культуры и туризма мест, благодаря которым наш выпуск должен получиться довольно интересным. Очень плохая погода была последние 2 недели, поэтому просто ветер уже не кажется такой плохой затеей для съемок. Было много дождей, штормов, и много раз я порывался начать съемки, но не получалось. Сегодня мы начинаем наш выпуск про невероятный город Айанапу ровно с того места, где закончили в прошлый раз. И сейчас мы стоим на обрыве перед уникальным местом, которое сейчас особенно живописно, природная арка Айанапы. Наша первая точка будет совсем рядом с той, где мы сейчас находимся. Буквально в нескольких сотнях метров отсюда расположен огромный парк, 20 тысяч квадратных метров. Это как открытый музей. Находится он вот там, на склоне. Это парк скульптур. Не то чтобы я когда-то интересовался такого рода искусством. Я знал, что этот парк здесь находится, что он большой. Но с вами сейчас мы его откроем для меня, для многих из вас тоже, впервые. Я проезжал его множество раз, потому что он находится в самом начале Айанапы. Тут даже можно попасть под машину. Шучу. Обслуживающий персонал. Ребята убирают парк. И этот парк с таким, смотри, великолепным видом. Как я сказал, это буквально начало Айанапы. Вот там находится Love Bridge, мост влюбленных, на котором мы только что были. И вот по этой дороге, вот начинаются самые первые отели, ты попадаешь в Айанапу. Так вот, это не просто парк с какими-то там скульптурами. Это... Я немножечко готовился, конечно, к этому выпуску, чтобы не быть голословным. Этот парк — следствие совместной работы совершенно разных скульпторов современности. И более чем 50 стран в этом участвовали. Ежегодно они его обновляют. Тут происходят какие-то арт-симпозиумы, где в реальном времени можно понаблюдать за созданием скульптур. Последнее такое мероприятие было в прошлом году. Известняк этот, из которого делаются скульптуры, он такой довольно, ну, чувствуется, что мягкий камень, но, как описано, в обработке он очень прост, а когда работа заканчивается, то известняк покрывается патиной и уже не разрушается. То есть такой легок в обработке и долго может стоять. И эрозия не будет его сильно мучить, потому что он гладкий и обработанный. И этот известняк добывают прямо здесь. Водичка. Сейчас проверим, есть ли она здесь. Типа, если тебе жарко, есть водичка, теплая. Смотри, какой бычок лежит, можно сказать, с таким потрясающим видом на море, на подушечке. Только бедолаге, кажется, кто-то отломал рог. Че ты сюда-то смотришь? Вся красота позади тебя. Да, обломали рожок малышу. Но вид у него хороший здесь, с его подушечки. Эти скульптуры, не то чтобы это какой-то прям музей, а они так, интегрированные в ландшафт. Поэтому очень ненавязчивое такое ощущение, что ты находишься в каком-то музее. Отсутствие стен, каких-то заборов или ворот
И каменисто-песочные дорожечки оставляют впечатление, знаешь, такого простора. Лавочки, тропиночки, можно гулять, наблюдать за потрясающим видом на море и одновременно вдохновляться чьим-то искусством. Справить нужду даже можно здесь культурно довольно-таки. Пойдем посмотрим, насколько тут все по-европейски. Ну, дверцы, конечно, покосились. Женский в женском. Мужской культурнее. Можно помыть ручки, запеленать ребенка. И довольно чисто сходить в туалет. Под оливковым деревом. А? Как тебе такое? От солнца можно спрятаться вот в этой беседке. А прятаться, друзья мои, придется, потому что летом, как я уже говорил неоднократно, довольно суровое солнце здесь. Поэтому, пожалуйста, будете гулять здесь летом, надевайте шапочки, кепочки, панамочки, берите солнцезащитный крем самый мощный и достаточно воды. И тогда есть возможность погулять подольше и как следует насладиться всеми теми видами, которые тут есть. А то потом скажете: вот, Женя загнал в парк, а мы там чуть кони не двинули от жары. Поэтому я предупреждаю. Техника безопасности прежде всего. Воин стоит, смотрит, охраняет набережную. Так вот, немного контекста. Этот просто каменистый холм в 2014 году начал преображаться. Какой-то местный культурный деятель решил воплотить свою идею. Вся его мысль была в том, чтобы создать симпозиум для такого рода деятелей искусства. И подписались на эту тему более 50 стран. Европейские, неевропейские. И приезжают сюда, наверное, каждый год. Может быть, не прям каждый. Ну, короче, собираются здесь периодически. И в реальном времени создают и показывают свои творения. Пользуются они для этого аянапским известняком, который в их мире славится тем, что он хорошо поддается обработке, когда он мокрый, а когда застывает, высыхает, то не подвергается эрозии, потому что покрывается патиной, коркой такой. Стоят эти фигуры уже 12 лет, и с каждым годом их становится все больше. И сейчас мы находимся возле того самого монастыря, который находится прямо в центре Аянапы и является, так сказать, градообразующим предприятием. Когда я стал узнавать и готовиться к этому выпуску, я нашел историю вот этого самого монастыря, потому что прежде всего стало интересно, откуда же взялся город Аянапа, какова его история. И самое первое, что там можно было увидеть, легенда возникновения этого монастыря и история вот этого дерева. Это, друзья мои, 600-летняя сикамора. Символ устойчивости, бойкости, гибкости человеческого духа. По преданию, ее посадила венецианская какая-то богатая барышня, которая бежала в этот монастырь, чтобы стать монашкой от какой-то там безнадежной любви, ну, как обычно в таких историях бывает. Но сегодня именно это дерево привлекает невероятное количество туристов. Пойдем посмотрим эту церковь, которая возникла здесь в 15 веке. И история ее такая, что какой-то охотник
а точнее его собака, в пещере обнаружила светящуюся икону. Якобы помещена она была туда в 8-9 веке, в период иконоборчества. И вот на этом месте, где была эта пещера, построил он или не знаю кто монастырь. А в ту эпоху это был густой лес. Отсюда и появилось название этого города Айя-Напа. Напа — это зеленый лес. И вот в этом зеленом лесу образовался монастырь, который, весть о котором сразу же разлетелась по всему острову. Сюда стали съезжаться все люди, короче, кому это было важно. Впоследствии это превратилось в небольшую деревню. Вот в этом дворе нужно найти нам вот ту самую пещеру, вокруг которого образовался монастырь. Может быть, нам Святой Отец скажет. Hello, may I ask you something? Do you I know speak- you. I know you. Yes? Yeah, from the gym. Ah, We yeah, go together. Yeah, in the new gym. Евгениус. Евгениус. Да, вы из России. Я говорю чуть О, по-русски. говорю по-русски, да, но из Эстонии. А, из Эстонии, окей, Да, да, окей. из Эстонии. Вы хорошо говорите? Окей. Здесь должна быть пещера. Это? Да. Туда можно пойти? Да, конечно, Прекрасно. церковь. Да. Пещера, но настоящая. Можно вас церковь, немножко да. поснимать? Так, мы заходим в ту самую пещеру, где все началось по преданию, где охотник и его собака нашли икону, правильно? Да. Я вам покажу. Святая святых. Там нашли икону. А, в этой, Да, да. в этой малюсенькой Да, пещере да. прямо. Собственно, вот здесь, друзья, за огнетушителем и сеткой, и решеткой то самое место. Насколько я знаю, то эта икона была сюда помещена, в эту пещеру, в период иконоборчества Иконоборчество в точно. 8-9 веке. Точно, да. А расскажите, что вы тут делаете? Я священник, я эфемерик, как на... Я не монах, просто да. Понятно, но этот Не монастырь действующий, не не действующий. действующий, А когда да. он перестал быть монастырем? Я там истории я не знаю. Он был, только я знаю, что он был женский монастырь. Ну давно, можно с Османской империи, там, Османская Да, империя. Османская. Да. И с тех пор он, наверное, перестал быть монастырем? Или он тоже? перестал быть монастырем в Таманской. Как давно вы занимаете этот пост? Уже 2-3 года я на этом посте. А что вас вообще вдохновило стать священником? Это было мое желание, когда я был маленький. С детства? С детства, да. У вас была религиозная семья? Нет. Коммунистическая семья. Я из Болгарии. Ага. Да. Знаете, там коммунистический режим был, да. То есть до этого, как вы приехали сюда, вы были в Болгарии? Да. Я закончил там Семинарию? да. Мгм. Потом Богословский академию. А что еще уникального в этой истории? Нашли икону, образовался монастырь, рыбацкое село было. 50 год назад здесь было тоже учились как школу. Ага. Школа какая-то, как это, воскресная школа? Нет, или- просто здесь обычная учились, школа обычная была. школа была, да. А вот эта территория, это все был монастырь, да? Да. Спасибо вам большое за экскурсию маленькую. Да. Рад был познакомиться. Счастливо. Ваше имя Евгений как? Евгений. Евгений, Да. окей, Евгений. До встречи. Да. Смотрите, друзья, как нам повезло. Встретили батюшку, который нам все рассказал. Ну, собственно говоря, в чем история? Охотник нашел икону, которую здесь спрятали в 8-9 веке. Опять же, по преданию. Невозможно сказать, что это факт, но так или иначе. Для людей верующих наверняка это скорее факт. И знаменитая сикамора, которая видела все, что происходило с этим островом за 600 лет. Да, невероятная история города, который из рыбацкой деревни
который был, собственно, всю свою историю рыбацкой деревней, просто маленькой рыбацкой деревней. И за 50 лет он превратился просто в мегаполис туризма, в высокотехнологично развитую столицу клубов, ресторанов, пятизвездочных отелей, и умножил во много тысяч раз свой потенциал. Именно это меня, конечно, и вдохновило. Смотри, короче, самый прикол. Вот мы от монастыря спустились, и весь прикол в том, что за монастырем, вот там, наверху, там, короче, клубы, клубная улица, клубный, я бы сказал, даже клубный квартал. То есть прямо за монастырем клондайк греха и разврата. Кто знает, что за фрукт? Манго. Во дворике монастыря растет манго. Прикольно. Позади у нас остался монастырь. Проходим мимо церкви, так сказать, нашего времени, которую построили во дворе для современных прихожан. И поднимаемся чуть выше уровня монастыря. Я тут был последний раз, пару раз всего был. Последний раз был прошлым летом. Поэтому идем тем же путем, которым меня водили. Кто был летом в этом секторе, в этом квартале, прекрасно поймут, о чем я говорю, потому что не заметить этого просто невозможно, потому что все эти полянки, все эти кусты, страшно представить, это просто месиво из неадекватных и полуживых людей. Я не знаю, сколько они в себе копили эту энергию, чтобы приехать сюда и всю ее выплеснуть, потому что то, что они с собой тут творят, требует очень-очень много здоровья. У меня лично много здоровья требует просто забраться по этой лесенке. Итак, на эту улочку можно попасть прямиком от монастыря и сразу же обнаружить здесь клуб, бар-клуб с открытым баром на террасе, который сейчас называется Gallery. Раньше он назывался Red Square, Красная площадь. Справа Castle Club, один из самых популярных, судя по их растратам на маркетинг, потому что реклама у них очень обширная на всю область. Приятно все-таки здесь. Идешь, проезжает машина, дядечка вот тебе улыбается в камеру. Все выглядит доброжелательно. Контейнер с мусором, все выгребают все, что поломалось, чинят, причесывают, прилизывают, чтобы принимать снова в свои двери невероятное количество людей. Здесь, серьезно говорю, летом, ночью между этими клубами просто не пройти. Толпы неадекватных людей валяются, блюют, ссут прямо здесь. Это все выглядит, конечно, ну, я не буду осуждать, конечно, для каждого свое. Bedrock Inn. Ябада-баду на крыше написано. Кто помнит, что за мультик? Но его должны помнить только люди моего возраста. Так вот, идем мы, значит, с вами от этого монастыря к одному невероятному месту, которое я обнаружил совершенно случайно пару лет назад, гуляя по Айанапе. И я когда увидел, черт, чуть не упал. Я когда увидел, вообще не понял, что происходит, почему я это вижу. И сейчас, когда искал информацию про город, нашел информацию и об этом. Тогда я подумал, что это просто какой-то арт-проект, и у этого особого какого-то предназначения нет.
Но, как оказалось, я не совсем был прав. Предназначение у этого есть, и очень даже конкретное. И гораздо более обширное. Ладно, не буду говорить загадками. Сейчас чуть-чуть пройдемся, все увидишь сам. Между тем, тут везде кишмя кишит работа. Дядьки с лопатами. Кстати, занятный факт. Вот эти груши для битья, они здесь. Я могу не заметить каждую из них, но ты в кадре наблюдай. Мы еще их увидим, и довольно много. Они даже могут встретиться в самых неожиданных местах. Например, возле пляжа, на обычной улице, возле киоска где-нибудь в районе. К теме о боксерских грушах. Банкомат. А за ним 5 боксерских груш. Интересно, это, блин, как-то связано? Типа возле банкомата 5 боксерских груш. Чтоб не выбивали бабки из людей, помолоти пока грушу. Восточные люди, ближневосточные люди, они, конечно, отличаются высоким темпераментом. Может быть, это для, скажем так, слива избытков тестостерона. Тут прямо, наверное, целые перекрытия и стены к сезону меняют. Бары, рестораны. Google карты говорят нам свернуть по дворам, и это очень интересно, потому что во дворах можно увидеть уникальный стиль быта местных жителей. А пойдем сразу вот так вот через парковку. Большая часть домов жилых стоит на таких колоннах, а под, собственно, зданием парковка, как видно. И, казалось бы, очень удобно. О парковочных местах думать не надо. Но парковка — это далеко не самая сильная сторона местного жителя. Ну, как и в любых, наверное, ты обращал внимание, если бывал в каких-то южных странах или средиземноморских, в частности, странах. Все машины покоцанные, поцарапанные. И это в норме вещей, типа, это окей. Никто не будет ругаться и ссориться за то, что машина поцарапана. Кто-то тебе поцарапал, потому что как-то с парковкой тесновато все. Так, между тем мы уже, чувствую, недалеко от товарища. О, чуть не проболтался. Хотел интригу сохранить, чуть не проболтался. Окей, товарища, в действительности, которому посвящен этот арт-объект. Вот, кстати, еще груша. Висит груша, нельзя скушать. И потрепанные флаги. Не это ли дань уважения государству? В таком состоянии флаг. И эта улица нас выводит, чтобы было понятно по географии. Мы пришли оттуда, поверху обошли, спустились вниз и идем. Эта улица расположена по направлению к морю, перпендикулярно морю. Айанапа частично находится на склоне, на скалистом склоне. И это хорошо видно по той области, где находится парк, в котором мы были. Итак, друзья, знакомьтесь. Не узнаешь? Сейчас покажу поближе. А теперь все верно. Юрий Гагарин. Как думаешь, называется улица? Даю подсказку. Я смотрю на эти архивные кадры и пытаюсь представить масштаб события. Февраль 1962 года. Кипр стал независимым всего 1,5 года назад, и вдруг на остров прилетает первый человек в космосе. Важно понимать, что это не был просто дружеский или частный визит.
В разгар холодной войны СССР мастерски использовал так называемую мягкую силу. Это когда политические цели достигаются не через угрозы или деньги, а через симпатию и культурное влияние. Гагарин был идеальным лицом этой стратегии. Он демонстрировал всему миру технологический триумф Союза, оставаясь при этом невероятно обаятельным героем. В Никосии его принимал лично архиепископ Макариус III, первый президент республики. Для Кипра такая встреча была актом международного признания, а для СССР – возможностью закрепиться в стратегически важном регионе. Масштаб народной любви поражает даже сегодня. На встречу с Гагариным вышло более 100 тысяч человек, если учесть, что население всего острова тогда составляло чуть более 580 тысяч. Получается, что на улице вышел каждый пятый киприот. В Лимассоле мэр Костас Партасидис вручил Юрию Алексеевичу символический золотой ключ от города, а муниципалитеты Никосии и Лимассола присвоили ему статус почетного гражданина. Это были высшие знаки признания, которые молодая республика могла предложить гостю такого уровня. Именно под впечатлением от этого визита, а позже, как дань памяти после его гибели в 68-м, в Никосии, Лимассоле, Ларнаке, Пафосе и Айанапе появились улицы Гагарина. Для Кипра он стал символом новой эпохи, в которой остров, только что сбросивший колониальные оковы, внезапно оказался в центре мировой истории. Как тебе такое, а? Улица Юрия Гагарина. В тот момент, когда весь мир, или, по крайней мере, вся Европа погрузилась в русофобию, в стране Ближнего Востока Кипр, которая является членом Евросоюза, улица Юрия Гагарина. Между тем, мы вышли на главную улицу Айанапы. Здесь летом очень сложно пройти, но очень интересно ходить, потому что есть бары, клубы, рестораны очень интересного характера. Сейчас я один из них покажу. Пойдем поближе посмотрим. Очень много всяких тематических, ну не то что прям очень много, но много тематических ресторанов, баров, в которых можно погрузиться довольно глубоко в аутентичную атмосферу. Кто любил мультик «Флинстоны» в 90-х, ставьте лайк. В вечернее время эта улица очень-очень кинематографична, поверьте мне. Буквально солнце садится вот в конце перспективы улицы, и вся эта улица превращается в такую киноплощадку, потому что оранжевый свет, очень длинные тени, высокий контраст между оранжевым и черным в тенях. У меня есть множество фотографий отсюда. Это всегда красиво. И вот идешь ты по главной улице, где клубы, бары, рестораны, и просто в один момент ты встречаешь... Что? Правильно, не угадали. Это кладбище. Это просто кладбище в центре туристического города. Ничего необычного, чему ты удивляешься? Все нормально. Так все делают. Нет? В своем городе нет в центре города кладбища? Странно как. Следующей нашей точкой будет древний порт, старый порт города Айанапы. До 1974 года Айанапа была рыбацким городком. И этот порт служил как бы пристанищем для 200 рыбаков, которые жили в этом городе, собственно, сами его построив. Но когда случилось вторжение в 1974 году турков, то они отобрали себе 65% всего туристического потенциала острова. И основным центром туристическим был город Вароша. И пришлось вследствие этого сместить туристический центр из Вароши, поскольку его отобрали, в Айанапу.
Поэтому этот город стал резко разрастаться и превратился от маленькой рыбацкой деревни в туристический центр острова. В 2025 году Айанапу примерно посетило чуть более 700 тысяч туристов за один вот сезон, который длится здесь примерно с мая по конец октября. Ну вот, по классике. Как же приехать и не купить себе дурацкую шляпу? Милая церквушечка. Тут мы приближаемся к этому самому маленькому рыбацкому порту. Сейчас отсюда отходят всякие кораблики, на которых можно посмотреть на эту сторону, на эту часть Кипра с воды. А вот те самые знаменитые рыбацкие кораблики, полные сетей. Погода довольно ветреная, поэтому если вдруг в какие-то моменты звук не очень хороший, вы уж простите. Но я не мог больше тянуть в ожидании идеальной погоды. Очень уж хотелось снять следующий выпуск до того, как здесь появится невероятное количество туристов. Хотя рестораны уже практически полные, учитывая, что их сезон, как я уже сказал, не был еще объявлен. Вообще, эта весна довольно холодная. Обычно уже в это время значительно теплее. Расцветает миндаль, тюльпаны на полях цветут. Есть такие даже места. И это все выглядит очень красиво, цветно. Но вот в этом году цвета только вот такие. В виде черных туч. Ветер сегодня обещали до 20 км в час с порывами. Идем под флагом. Под флагами. Греческо-кипрскими. Дети тут беснуются на самокатах. Но можно. Дорожки пока никем не заняты. Местный маркетинг. Маркерный. 1 евро 3 минуты. Мне кажется, в него можно бесплатно посмотреть. Множество из этих дорогих, не очень дорогих и развлекательных кораблей работают как аттракционы. Их можно арендовать. В той стороне находится променад. Попробуем дойти до него. Посмотрим, какая погода. Может быть, удастся даже пройтись. Но я не очень в это верю, потому что задувает, ну прям очень сильно. Вот видите, эти лодочки рыбацкие с момента, как город превратился из рыбацкого в туристический, лодки не меняли своего внешнего вида. Такая вот дань культуре рыболовчества. А это знаменитый пиратский корабль, который называется «Черная жемчужина». Здесь можно билеты купить. Ходит он несколько раз в день, по крайней мере в сезон. Это что за посудина такая? Что за приколюха? Инопланетяне высадились на Земле все-таки? Кто знает, что за чудо?
какой-то трюм с крокодилом. А, у нее прозрачное дно, судя по всему, там, где крокодил лежит. Окей. Не ребзи, ветер просто убийственный. Я думаю, что не стоит вас мучить таким качеством звука и моей развивающейся на ветру шевелюрой. Можно встретить черепах, это правда. Куча людей их встречали, но я ни разу не видел. Но вероятнее всего встретить котика. Кстати, окрас называется черепаховый. Преимущественно такой окрас имеют девочки. Привет, черепаховая девочка. Завораживающе красиво, но ровно так же завораживающе шумно. Думаю, с набережной этой нужно уходить, но я хочу показать тебе набережную, точнее променад на этой набережной, чтобы когда ты в следующий раз окажешься здесь, ты знал, куда тебе идти гулять. Там позади этот порт, а вот там впереди променад. Волны разбиваются, и влажное облако летит на несколько десятков метров от берега. Я уже весь орошен морской водой, даже на губах солено. Справа парковка, деревянный настил уже является началом променада. Потом он переходит в бетонно-асфальтированную дорожку, по которой можно даже кататься на роликах. Ну и на прочих развлекухах. Припаркован тут на парковке рыболовецкий корабль. Мы сейчас выйдем на площадь, которую мы проходили с той милой самой церквушкой. Рассмотрим ее чуть поближе. Церквей тут реально очень много. Гораздо больше, чем, казалось бы, должно быть. И вообще хочу сказать, довольно необычно встретить церковь между ресторанами. Конечно, я понимаю, что рестораны выросли вокруг церкви, а не церковь появилась между ресторанов. Но так или иначе, соседство необычное. Такой уголочек беседы с Богом. Побеседовал с Богом, подкрепился, выпил винишко, пивка, поел как следует и отправился дальше в путь путешествовать. Итак, дальше наш путь лежит на пляж. Их безумное количество, конечно же, в Айанапе, но мы едем на один конкретный пляж, который стал одной из визитных карточек острова. И если ты когда-нибудь слышал что-нибудь про Кипр, наверняка ты слышал и про этот пляж. Или если ты загуглишь Кипр, Айанапу, то одни из первых появятся фотографии этого пляжа. И говорю я, друзья, конечно же, про знаменитый Нисси-Бич. Этот пляж уникален тем, что рядом с ним в акватории находится остров. А еще большую уникальность этому факту придает то, что к острову, когда отлив, ведет коса, так называемая томболо. Из-за того, что вокруг острова образуются два течения, противоположные друг другу, они намывают вот такую косу, по которой можно пройтись. Сегодня мы ее не увидим, потому что сильный ветер, много воды, прилив. Опасно купаться. Да, погода сегодня очень контрастная. Невероятные облака, черные тучи и бирюзовая вода. Вон тот самый остров. И вот здесь, в этом месте, есть коса, по которой можно пройти, но явно не сегодня.
Этот пляж, как один из многих здесь, обладатель голубого флага. Получает он его ежегодно. Голубой флаг — это такая награда, которую выдают пляжам. Пляж должен для этого пройти 33 каких-то процедуры проверки. И если все окей, он удостаивается такой вот чести, где ему выдается сертификат о наличии голубого флага. Песочек здесь белый. Это результат эрозии известняка и коралловых отложений. Из-за этого дно тоже кристально белое, из-за чего вода кажется очень прозрачной, потому что солнечный свет отражается от белого дна и создает вот этот вот невероятный лук пляжа и воды в целом. Сейчас все как кафешки, конечно, закрыты, но летом здесь тусовочки. В каждом баре, в каждом ресторане играет музон. Все в шезлонгах. Невероятное количество людей. Я, наверное, более перенаселенного пляжа никогда не встречал в своей жизни. Потому что здесь, вплоть до самой кромки воды, лежат люди. И просто невозможно никуда сесть. Зона с обычными шезлонгами стоит где-то 3 евро шезлонг плюс 3 евро зонтик. Есть VIP 25 евро лежак. Тебе приносят меню. Можешь выбрать все, что захочешь. Ну, короче, такой люксовый отдых. Вот то самое место, где образовывается та самая коса. Вот в этом направлении можно пройти к острову. Два разных течения можно даже увидеть сейчас. Одно приходит оттуда, а другое отсюда. И в месте, где они встречаются, появляется тропиночка из намытого песка. Место невероятно популярное, даже сейчас, когда косы не видно. Но, как можно заметить, не улучшение погоды и не приход весны пока еще все равно не останавливает владельцев территорий. И они с распростертыми шезлонгами ожидают долгожданных туристов, которые будут приносить денежки. К слову говоря, в Айанапе 19 пляжей, которые считаются, пригодными для безопасного времяпрепровождения, где есть шезлонги, где есть спасатели. 15 из них имеют награду голубого флага, голубой флаг, что говорит о высоком уровне пляжного отдыха. Некоторые пляжи сделаны, насколько мне известно, то есть привезен песок, но некоторые, как этот, появились естественным путем. И самые лучшие пляжи находятся именно с этой стороны острова, потому что, например, в Пафосе или в Лимассоле там плохо с этим. Там пляж такой, знаешь, как вулканическая грязь, вулканическая пыль. Короче, неприятно на нем не лежать, не ходить, лично мне. Хоть я и не люблю перенаселенные пляжи, исключительно рекомендую сюда приехать, если будешь в этих краях, потому что, прям вайбово здесь. Играет пляжный хаус, пляжный бар, берешь коктейльчик, тусишь. Очень много молодых лиц, поэтому в такой обстановочке находиться очень-очень даже вдохновляюще, приятно, и можно отдохнуть не только
телом, но и разумом. Хотя здесь и народу много. Так, конечно, этот пляжик довольно недешевое мероприятие. Вот, например, душевые сзади меня. Они классные, хорошие, но воспользоваться ими бесплатно ты не можешь, в отличие от других пляжей. Так вот, резюмирую. Чтобы отдохнуть на обычном шезлонге, под обычным зонтиком, тебе понадобится 6 евро. Чтобы отдохнуть вот там, на тюках, под, не знаю, наверное, более крутыми зонтиками, тебе понадобится около 40-50 евро. Ну, плюс меню не самое дешевое. Но отдохнешь более комфортно. Так что на любой выбор, что называется. Так, для вас прошло мгновение, а я приехал на другую точку. Это пляж Макронисос. Макронисос. Именно это место меня впечатляет, невероятно впечатляет тем, что именно здесь можно прочувствовать то, насколько невероятно обширная, глубокая, эпохальная история у этих мест. Здорово, братва. Можно я проскочу? Да? Спасибо. Айя Напа Winter Swimming Club. Зимний, кстати, вот известняк, из которого вырубают все скульптуры здесь. Серферы тут кайфуют. Насколько вообще невероятная история, насколько она глубока. Казалось бы, в городе, где просто ты тусишь, наслаждаешься пятизвездочными отелями, ходишь в бары, клубы, рестораны, буквально за окном, не знаю, твоей гостиницы, за стеной твоей гостиницы находится кладбище, да даже не кладбище, а некрополь, которому 2000 лет. Современные технологии, которые внедряются в повседневную жизнь и организацию туризма, буквально граничат со средневековыми захоронениями. На мой взгляд, это один из самых впечатляющих пляжей, потому что цвет воды здесь тоже сейчас не очень видно из-за волн, потому что вода мутная стала. Но цвет воды здесь совершенно потрясающий. Волны здесь, наверное, из-за того, что акватория пошире, волны здесь тоже побольше. Поэтому это место любят серферы. Мы сегодня их нигде не встретили, вот только здесь они. Это о чем-то договорит. Ладно, погнали вперед к той точке, которую я хочу показать, чтобы ты максимально офигел или офигела. Прикольно интегрирован душ, спрятан за скалой. Лежак 3,50, зонт 3. Муниципалитет Айя Напа. Спасибо тебе. Так, идем. Пляжик. Мы вышли к тому месту, о котором я говорил. А теперь попробуй прочувствовать этот момент. Это гробницы, датируемые 3-2 веком до нашей эры. Грубо говоря, это кладбище. Ну, не совсем кладбище, как я говорил, а некрополь. Здесь погребали богатых, зажиточных, предположительно, владельцев в то время торговых портов, которые здесь находились. Явно не работяги здесь были похоронены. Потому что это колоссальный выдолбить такие погребальные
склепы. Эта лестница, ведущая вниз, символизировала собой переход от мира живых к миру мертвых. Ну вот, например, этот. Да или нет? Давай вот в этот зайдем. Выберем могилу, в которую мы спустимся. Это Дромос. Переход вниз. Сам вход — это Стамион. Как тебе такие удобства? По краям на этих выступах, нишах, стояли саркофаги. Это были семейные захоронения. На глаза им клали монетки, чтобы они могли оплатить свой переход через реку мертвых. Черт, паук прямо над головой у меня сидел. Ненавижу их. Чтобы человек мог оплатить проход из мира живых в мир мертвых. И почему же их хоронили рядом с водой? В очень сильную штормовую погоду шум, который издает море и волны, оно как бы умиротворяет, приглушает звуки человеческой суеты мирской и позволяет проще перейти в мир мертвых. Чтобы перейти в царствие Аида проще, одним словом, должна была могила или усыпальница находиться ближе к морю, ближе к воде. И эти усыпальницы были, так сказать, многоразовые и использовались веками. Вот здесь всякие монеты, как кувшины с каким-то драгоценным добром были. И в чем, собственно, прикол? Сделали их для богатеньких людей, а сохранились они благодаря пастухам. В 19 веке пастухи здесь пасли свой скот и часто прятались тут от дождей. Вот тут даже двухкомнатные. Ой, как я не хочу встречаться тут ни с какими местными жителями. И, короче, они сохраняли их в надлежащем виде, чтобы прятаться здесь. Бедные люди сохранили усыпальницы, которые высечены были для богатых. И все это, блин, находится, смотри где. Вот там Новая Марина, как олицетворение богатой жизни, инвестиций. В нескольких сот метрах ты сможешь увидеть буквально из окна своего 5-миллионного пентхауса город мертвых. Прикинь. Друзья, как бы я ни хотел, я не могу уместить все, что хотел показать, в один выпуск. Поэтому я разобью его, скорее всего, на две части. И эту часть, первую, про Айанапу, пора заканчивать. Мне есть еще что показать. Но то, что мы увидели сегодня, меня впечатлило невероятно. Когда ты видишь, как за меньше века, 50 лет, рыбацкая деревня превратилась просто в эпицентр туризма, как древние гробницы соседствуют с элитным жильем, гуляешь по этим голубофлаговым пляжам, наслаждаешься этой бирюзовой, голубой, прозрачнейшей водой, и все это один город. Мне кажется, все то, что мы сегодня увидели, можно раскидать на целый остров, но это один город. А здесь таких много. И Айанапа еще не закончилась. Поэтому, друзья, если было интересно, подписывайтесь, если не подписаны. Будем путешествовать дальше.